Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня будем смотреть обзор новой сборной модели российской фирмы «Звезда». Ударный вертолет Ми-35М в 48 масштабе. Помимо самой модели, я вам покажу большое количество дополнений к ней, а они, дополнения, очень даже пригодятся при сборке. Рекомендованная розничная цена набора 2700 рублей. А чтобы вы и я легче перенесли данный ценник, в нашем магазине сейчас действует специальное предложение. Покупайте модель и получаете набор цветного фотоотравления на интерьер вертолета фирмы Микродизайн. И еще набор окрасочных масок фирмы SX Art. И скидку 30% на любые дополнения к этой модели. А также скидку 15% на любой товар в следующем заказе. На обратной стороне этой достаточно большой и объемной коробки мы видим, что длина собранной модели будет составлять 447 мм. Количество деталей в наборе 373. Описание прототипа, фотографии собранной модели – все это имеется здесь же. Внутри коробки очень волнительно нас с вами ждут декаль, схема окраски и нанесения декалей, инструкция и пакеты с литниками. Начну с того, что у Звезды это третья модификация Ми-24. В 2020 году вышла новинка Ми-24В или ВП, самый массовый вариант 24-ки с подвижной пулеметной установкой или с пушкой ГШ-23Л, в зависимости от выбранной моделистом варианта сборки. В 2021 году появляется модификация Ми-24П. Отличие от предыдущей версии – это пушка ГШ-2 на правом борту в неподвижной установке и демонтированным пулеметом. И вот сейчас, в 2022 году, выходит Ми-35М или Ми-24ВМ. Это одно и то же. Отличия есть, и их много. Во-первых, неубирающееся шасси. Во-вторых, укороченное крыло. В-третьих, новый автомат перекоса с винтом. Новый рулевой винт. Появились цветные дисплеи на приборной панели пилотов. Несъемная подвижная пушечная установка НППУ-23 с двухствольной пушкой ГШ-23Л калибра 23 мм. Набор содержит 8 литников вместе с литником с прозрачными деталями. 6 из них датируются 2020 годом, 2 новые 2022. Я оставлю ссылку в комментариях и в описании к ролику на первый набор, где подробно рассказываю о плюсах и минусах того набора. Минусы и плюсы плавно перетекли и сюда. Фюзеляж перед вами. Клепку нужно изобретать самому, это плохо. Клепка причем внешняя. Можно, конечно, накатать внутреннюю ревитером. Сделать хотя бы имитацию. Ревитеров полно у фирмы Микродизайн и Джаз. Из этих двух я посоветовал бы Джаз. Или существует объемный декаль, но это дорого и очень хлопотно. Литник номер 2. 2020 год. Колеса и детали интерьера вертолета. Здесь хочу остановиться только на колесах.
Они абсолютно не подобающие такой модели и такому масштабу тем более. Ладно, что они отлиты половинами, что очень неудобно. Ладно, что диск дан вместе с покрышкой, ну тоже решаемо. Ну а где протектор? Где надписи? Не. Такое нам не надо. Это нужно менять. Чем? Ну, покажу чуть позже. Третий литник также старый. Кабина пилота, нижняя передняя часть фюзеляжа с нишей переднего шасси, которая не используется, кресло кабины пилотов. Ремней привязных в креслах нет. Это не беда абсолютно. Они есть в подарке, фототравленные. А есть также в 3D декалях от Quinta Studio. Я их также покажу. А еще есть смоляные кресла. Также оценим в конце ролика. Кабина пилотов положительно визуально поднимается также фототравлением. Здесь даже париться не нужно. ИК ловушки выглядит очень достойно. Это красивая часть модели. На нее внимание очень обращаешь. ПВД можно поменять на металл, а можно и оставить. Главное не сломать при сборке. Литник номер 4. Опять же старый, двигатель. Набор позволяет собрать модель с открытым капотом, чтобы показать такую красоту, так как детализация модели полная. Двигатель на V-модификации стоит ТВ-3-117, производство Motor Sich, максимальная мощность 2200 лошадиных сил. На модификации ВМ стоят двигатели Климов ВК-2500-2. Это модернизированный ТВ-3-117 максимальной мощностью 2700 лошадиных сил. Но если литник такой же, значит выглядят они идентично. Следующий литник уже новый, 2022 года. Нижняя, передняя часть фюзеляжа, крылья, пилоны, задний рулевой винт. Крыло на этой модификации укороченное, с двумя точками подвески. Было 3 на других модификациях. Также новая деталь – нижняя передняя часть фюзеляжа с нишей переднего шасси и местом крепления пушечной установки. Новый рулевой винт. Теперь он X-образный. Он такой же, как на вертолете Ми-28. Шестой литник также новый, с лопастями несущего винта, фигурами пилотов, подвесным вооружением. 2 фигуры пилотов. Один отлит прям целиком, ну а второй частями. Новые: автомат перекоса, втулка несущего винта, лопасти. Все это новое. На лопастях есть имитация провиса, что очень хорошо. Противотанковые ракеты. Ну, скорее всего, Атака М или Штурм.
Литник с подвесным вооружением, также старый, 2020 года. Здесь очень интересует только двуствольная пушка. Вернее, ее стволы. Вернее, просверлены они или нет. Нет. Литник с прозрачными деталями. Без изменений литник. Есть опция сделать кабину открытой, что очень даже и хорошо. А так стекло чистое, прозрачное, разводов не наблюдаю. Аж 2 листа декалей в комплекте. Первый перед вами. И он огромный, чего тут только и нет. Декаль на лопасти несущего винта. Приборная панель, кто не хочет менять. Опознавательные знаки на 3 варианта окраски. И полно технической информации. Второй лист посвящен полностью подвесному вооружению. Схема сборки модели черно-белая с описанием прототипа. 2 варианта сборки можно выбрать. Полностью закрытый, или можно показать двигатель, кабину пилотов, открыть дверку десантно-транспортного отсека. Содержимое набора. И подробнейшие шаги сборки. Схема окраски и нанесения декалей цветная. 3 варианта. Первый из них Ми-35М из состава 387-й авиабазы армейской авиации ВКС России. Буденновск, 2018 год. Второй вариант. Ми-35М, предположительно из состава 387-й авиабазы армейской авиации ВКС России. Буденновск, но уже 2020 год. И заключительный третий вариант Ми-35М из состава авиационной группы ВКС России в Сирийской Арабской Республике. Хмеймим, 2020 год. По самому набору закончил. Теперь дополнение. Начну с подарков. Набор фототравления фирмы Микродизайн содержит 3 платы. Первая цветная, приборная панель, привязные ремни. Вторая уже требует окраски. И малюсенькая третья. Это все интерьер вертолета. Набор окрасочных масок фирмы SX-AD. Здесь маски на фонарь и колеса. Пытаюсь вам показать, а вам все равно не видно. Но они там есть. Поверьте мне на слово. Начал с фототравления и продолжу им. Второй набор фирмы Микродизайн. Детали на экстерьер вертолета. Стоимость с учетом скидки 30% 474 рубля. Фототравление не окрашенное, что логично. Третий набор от Микродизайн. Отделка систем вооружения. Стоимость 194 рубля. Во всех наборах, естественно, присутствует и инструкция.
3D декаль фирмы Quinta Studio. Стоимость 1078 рублей. В наборе два листа объемных декалей. На первом листе циферблаты приборов. На втором привязные ремни, обшивка кресел и также циферблаты присутствуют. И давайте сравним разницу с предыдущими модификациями Mi-24, где еще присутствовали аналоговые приборы, ну просто для интереса. Такая сейчас очень популярная вещь, как латунные стойки шасси. Очень пользуются спросом. Фирма Эскадра. 595 рублей ценник. Это на данный момент. Так будет 850 стоить. В наборе 3 стойки. 2 основные. И одна передняя. Набор смоляных колес фирмы EVM. Они подойдут и на предыдущие модификации вертолета. Стоимость 392 рубля. Как вы поняли, вещь незаменимая для этой модели. Отлиты вместе с диском. Есть надписи по бортам. Есть отличный протектор. Колеса сделаны с имитацией нагрузки. Хорошей нагрузки. Ну красиво. Всего 4 колеса в наборе. Набор кресел пилотов. Также фирма EVM. Стоимость 441 рубль. В наборе 2 смоляных кресла. Выглядят они лучше, чем наборные, это факт. И есть еще плата фототравления с ремнями. Двуствольная пушка ГШ-23Л. Цена 252 рубля. Материал полимерная печать. Выполнена в одну деталь, что здесь просто прекрасно. Очень изящная конструкция. И стволы рассверлены. Блок НАР S13 фирмы Advancing Modeling. Стоимость 560 рублей. 5 металлических точеных ракет в комплекте. Хвостовик смоляной. Неплохо. Набор окрасочных масок на камуфляж фирмы SX AD. Стоимость 490 рублей. В наборе инструкция и 2 огромных листа масок. Набор красок фирмы Jim Scale, разработанный специально для этой модели. В составе 6 акриловых красок по аж 18 мл. Цена 693 рубля. Первый флакон черный цвет. Второй флакон А28М Авиа. Третий зеленый светлый. Сирийский песок. Защитный 4БО.
и авиационный голубой. Ну и конечно же серебристая табличка Ми-35 с российским триколором за 70 рубликов. Фу, наговорился. Пойду помолчу пару суток. Приобрести набор Ми-35М и получить подарки вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. Это специальное предложение не вечное, где-то неделю еще продержу. Спасибо вам за внимание, до скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.